Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по Европе. Карлов мост, Колизей, Лувр, Эйфелева башня и другие достопримечательности останутся в стороне от нашего маршрута, а я приглашаю вас в путешествие по обочинам Европы. Заехали на заправку, залили полный бак. А тут такая любопытная ситуация. На въезде стоит полиция и останавливает всех подряд. Все машины, досмотр багажника. Не знаю, что-то ищут. Но нас не трогали. С нас-то что? Вон, видите, еще один Мерседес остановили. И именно не с трассы выдергивают, а тех, кто на заправку заезжает. Прежде чем заправляться, иди сюда, дорогой, покажи, что в багажнике. Так, по мотоциклу все окей. Помпа качает, потеков нет. Грязный, чумазый, но так и должно быть. Ох, какой ветер задувает. А я зашел в туалет, намочил вот эту вот, как это назвать, кофту, не кофту. В общем, майку с длинными рукавами. И сейчас на ветерке такой кайф вам не передать. Наслаждаюсь. Ну что, поехали. И обогнать, не обогнать, вроде как сплошная. Какие навесы низкие. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela, paloma, bien alto, mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda. Как видите, испанцы тоже балуются солнечными панелями. А вот ветрогенераторов гораздо меньше. Может быть, здесь слишком сильные ветра, не подходят для этого, а может наоборот, не знаю. Но вот солнечных панелей прям поля до горизонта. Неудивительно при местном климате. Солнце шпарит постоянно. Им бы еще придумать что-нибудь, что перерабатывало бы высокие температуры воздуха в электричество. Хотим сделать остановку. По указателям съезжаем в Моралес-де-Торо. Небольшая, кажется, деревушка. Там вон заправка есть. Хотя она нам вроде и не надо. Слушай, а может остановимся так, там на съезде? Если нам заправка не надо, то зачем километр куда-то ехать в сторону от трассы, потом опять плутать? Не бог весь что, стали прямо на обочине. Ай, ну зато разомнемся. До этого двигались в сторону Мадрида, и где-то над Мадридом висела черная туча. Было даже подозрение, что там идет дождь. Но мы до него не доехали и ушли на Португалию. И с каждым километром становится все солнечнее. А температура при этом падает уже на 1 градус ниже. Было 40 на максимуме, сейчас около 39. На обочинах всякие интересные штуки растут. Все такое жесткое, как
проволока. Видно, что воды недостаток. 5 минут постояли. Едем дальше. Навигатор показывает 376 километров до места, а я, к сожалению, забыл, сколько было утром. Но чувствую, еще километров 100, 150 и 5 сотен за сегодня будет. Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima. Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima. Con esas bailadoras que vuelan con cada rima. Con esas bailadoras que vuelan con cada rima. Поднялись сейчас на какой-то холм, на возвышенность. И впереди, видите, какая панорама. Но все в дымке. То ли туман, то ли дым, то ли песок опять с Африки нанесло. Непонятно. И идем строго против ветра. Очень Хонде тяжело. Снова температура поползла вверх, поэтому я сбрасываю скорость, чтобы нагрузка на двигатель была меньше, а обдув лучше. Мы съехали с автострады на регионалку и нашли место остановки. Дело в том, что у меня снова начала расти температура. Было несколько затяжных подъемов. Остановился. Мотоцикл горячий. Включаю зажигание. У меня включается помпа. Качает, слышно, журчит. А вентилятор охлаждения не включался. Я снял с него аккуратно клемму и попробовал закрутить на массу. И попробовал закрутить на массу. Видите, сейчас пошевелил, и он включился. Заработал. Будто контакт отходит. Надо, наверное, поджать. Скорее всего, после дождей окислился. Или тут от вибрации уже отошел. Ну вот, дадим на заглушенном двигателе жидкости погулять по кругу. Пускай остынет. Ну, уже значительно лучше. Значительно. Было почти под красную. Ну, а мы тем временем перекусим. Дорога эта идет уже в сторону Португалии. Осталось до границы совсем немного. Как всегда, под финал дня у нас пересечение границы и поиск ночлега. Остыли практически полностью. Поехали. Заодно карту посмотрели. До границы остается около 70 километров. Я хочу еще на заправку заскочить. Не знаю, сколько стоит бензин в Португалии, но в Испании он довольно дешевый, поэтому не помешает иметь полный бак. Да, никогда бы не подумал, что скажу на бензин по 1,7 евро, что он дешевый. А вот и заправка. Репостар. Бензин дешевый, на 15 евро полный бак. Ну да, дешевый, я уже говорил. Кола дорогая, бутылка колы трешка. Чего не сделаешь, когда хочется сладкого и холодного. Ну что, снова в путь. Si vas a zapatear, hazlo con mucho esmero.
Si vas a zapatear, hazlo con mucho esmero. Llegaron las bailadoras y ellas llegaron primero. Llegaron las bailadoras y ellas llegaron primero. Помните, какие на западе Франции мы видели деревья-великаны? Огромные. А здесь какие-то карлики. Маленькие, низенькие, к земле жмутся. Судя по всему, это очень сильно зависит от наличия воды и ее количества. А тем временем температура на термометре уже 36. Скоро почувствуем, что ветер стал прохладным. 36 такой еще нейтральный. Все, что выше, воспринимается как горячий, а ниже 35 уже дает прохладу. Идем строго на запад, следом за заходящим солнцем. Ничего не видно. Въехали в небольшой городок. Справа парк. Ограничение 30. Слева собор. Честно сказать, мы вот так проскакали всю Испанию по автострадам и практически не видели городов. Ни больших, ни маленьких. Может, и неправильно это, но так получилось. Ничего, нам еще обратно через Испанию тоже ехать. На горизонте показались горы, и здесь началась такая извилистая дорожка среди хвойных лесов. Очень приятно пахнет. Периодически въезжаем в тень. Там прохладно, здорово. И кажется, что скоро эта прохлада наступит везде. Прохладная ночь после жаркого дня. Едем еще по Испании, но Португалия все ближе. Внимание, 2 километра пешком не ходить, на велосипедах не ездить. Интересно. Мы, кажется, как раз в приграничной зоне. Такое ощущение, что там прям граница есть с пограничниками. Честно говоря, не хотелось бы. Внимание, приготовиться. Мы въезжаем на мост. И, судя по всему, именно он разделяет Испанию с Португалией. Я уже вижу впереди знак. Пограничный знак. Португалия.
Давай, Петюню. Какие горы на горизонте. Я тут только что провел эксперимент. Вот едем мы, допустим, 80. Выжимаю сцепление. Катимся с горы, прям конкретно с горы. Но не разгоняемся. Мало того, даже тормозим. За счет того, что очень сильный встречный ветер сегодня. Я думаю, вы слышите в микрофоне. Вот уже до 70 упала скорость. Обычно на таких спусках надо дотормаживать двигателем, а сейчас наоборот. Скалы необычные, прям блестят на солнце. И знаете, я вам скажу, дороги в Португалии на уровне. Такие эстакады над ущельями. И качество покрытия восхитительное. Солнце спряталось за горой. Темнеет быстро. Поэтому надо задуматься о поиске ночлега. Мы еще не видели ни одной местной стоянки дальнобойщиков. Есть надежда, что они будут хорошего качества, высокого уровня, и мы сможем там пристроиться. Ну а если нет, то по вчерашнему варианту, что Бог пошлет. А вот снова солнышко возвращается. Закат отменяется еще на какое-то время, пока до следующей горы не доедем. А тут в горах уже и свежий ветерок подул. На термометре еще плюс 30, но, думаю, сейчас будет падать. И мы недавно проехали большой такой знак «Платная дорога». Мотоцикл 0,6 евро, 60 евроцентов. Но мы так и не поняли, что с оплатой, каким образом мы заплатим. Может быть, на выезде с участка будет стоять шлагбаум и оплата там картой, наличкой. А может, надо платить электронно, как-нибудь через интернет. Но мы-то этого не знаем. Короче, загадка. Ну вот, например, съезд с платной дороги. Не было там никаких платежных терминалов. Непонятно. Что-то впереди случилось. То ли ДТП, то ли что. Машины сбрасывают скорость. И аварийки стоят, и полицейская машина. О, да, вон тормозной путь. Угу. Отбойник помял серьезно. Мерседес, француз. Заснул, скорее всего. Дело к вечеру. Вот я не понимаю, как у них тут организован досуг дальнобойщиков. Вот едешь ты, подходит у тебя по тахографу время отдыха. Надо останавливаться. А где? Неужели надо съезжать обязательно куда-нибудь в населенный пункт?
Неужели нет парковок? В Испании вчера поначалу тоже не было, а потом появились. Как интересно. Разрешенная 120, рекомендованная 50. А, это минимальная. Прикольно. Один из вариантов был съехать в улавливающий тупик и от него куда-нибудь в сторону. Но они загорожены, забетонированы и заблокированы. Там никуда не отвернешь. Надо, наверное, съезжать с платки, пока окончательно не стемнело, и искать какие-нибудь варианты по кустам. Нету здесь мест отдыха. Хотя в целом дорога очень красивая. О, 80. Куда-то съезд. Куда съезд? Поехали посмотрим. Съехали с автострады, едем сейчас по каким-то живописным садам, но, судя по всему, это, что-то высажено, чьи-то сельхозугодья. Может быть, конечно, и можно тихонечко там стать с палаткой, тем более, что местами есть заезды. Ну, посмотрим. Все можно, если тебя не видно. Добрались до деревушки. Ух, какой грузовичок стоит. Старинный. Здесь брусчатка. Здесь собаки. Слушайте, давно собак не видел. Ой, какие милые. В Португалии прикольно. Очень живописно. Чем-то Францию напоминает, но колорит совсем другой. Я ожидал чего-то похожего от Испании. Может, в Испании тоже это есть? Просто мы проскочили, не увидели. Ну вот здесь сейчас зато видим. Вся дорога, по которой мы сейчас едем, в следах от шин, каких-то странных, как будто от трактора какого-то или погрузчика. Может, это, не знаю, сложно предположить. Так. Нет, там чей-то участок, чей-то огород. И вот видите, все в этих деревьях. Все засажено. Может, это оливковые такие сады. Эх, деревня показалась впереди. Значит, здесь уже не станем. Снова едем по какой-то деревне. Перебудили всех собак. Уже зажглись фонари, стемнело. Места так и не нашли. Оп! Местные жители сидят в кафешке, отдыхают после рабочего дня. Наверное, не часто у них тут проезжают мотоциклы с коляской, с путешественниками. И привела нас эта дорога в какой-то город. Здесь, конечно, ставить палатку уже неудобно. Слышал я когда-то такую историю, как байкер ехал ночью в дождь
мечтал уже найти место для палатки. И вдруг видит какие-то сосенки, елочки, вроде никого, вроде аккуратненько. Останавливается, под дождем ставит палатку, туда плюх и засыпает. А утром просыпается, он напротив исполкома в каком-то городке на клумбе палатку поставил в елках. Португальские девчонки пошли на вечерний променад. Им навстречу португальские девчонки постарше. Снова выходим на автостраду. Не знаю, или до следующего съезда, где места будут менее населенные, или все-таки какую-то стоянку здесь найдем. Как-то все сегодня сложно. Зато прохладненько стало, уже нет той жары. 25 градусов, красота. О, гляди, какой знак интересный. Через 10 километров заправка и место отдыха. Ого-го! 10 километров мы могем. Видим уже впереди заправку и поворот в зону отдыха. Давайте посмотрим, не будет ли здесь так, как вчера было в Испании. Что касается цен на топливо, 95-й 1,94. Ну, цены французские, по крайней мере на автостраде. Вот уже стоят дальнобои. Байкер какой-то на заправке. Вот что на этой заправке мы нашли. Здесь есть заброшенное здание мойки для грузовиков. Почему заброшенное? Да ясно, тут уже все заросло травой. А за этим зданием такой тихий уголок. Здесь, правда, фонарь будет светить нам на палатку. Но я думаю, не беда. Ну и немножко так намусорено. Ну вот эта локация вроде чистая. Сюда палатку и ставим. Накрыл мотоцикл чехлом от избыточного любопытства местных жителей и отправляюсь на боковую. Это был долгий и очень жаркий, выматывающий день. Всем спасибо, друзья, всем счастливо и всем пока.